Вот схема с экраном. 6 блоков. Задача, стоп-лист, приватность, минимальный вход, черновик, проверка. Человек утверждает. Нет ни одного пациента, ни одного рабочего документа, ни одного настоящего интерфейса. Я собрал ее за 5 шагов. 5 шагов работы, 6 блоков на схеме. Дальше мы их не перепутаем. Обычно работу с искусственным интеллектом показывают иначе. Приносят в кадр настоящую выписку и замазывают фамилию. Так вот, размытая выписка – небезопасный пример. Размытие убирает буквы, но оставляет структуру документа, дату, шапку и характерную верстку. По ним узнают человека, учреждение, а в самом файле остаются слой и служебные данные. Я не говорю, что размытие бесполезно вообще. Я говорю, что для публичного видео на него нельзя опираться. Ошибку замечает не автор, ее замечает тот, кто узнал. И после публикации ее уже не отозвать. Поэтому схему для публикации не размазывают, ее собирают с нуля. Меня зовут Алексей Гордеев, я врач, заведующий. И на этом канале рассказываю, как применяю искусственный интеллект в работе, без программирования, без магии и без идеи, что нейросеть заменит врача. В среду мы вычеркивали абсолютное обещание из текста. Сегодня то же самое, но в картинке. Там обещание проще не заметить. У картинки есть опасная особенность, и ее часто принимают на веру быстрее, чем длинное объяснение. Красивая стрелка выглядит как доказательная связь, аккуратная таблица как точные данные. Реалистичный интерфейс кажется настоящим. Это мое наблюдение, а не измерение. Но проверять визуал нужно не меньше, чем текст. Картинку считывают за секунду и почти никогда не возвращаются к ней второй раз. Шаг первый. Сформулировать одну учебную задачу. Не сделай красивую картинку про искусственный интеллект в медицине. Это слишком широко. Наша задача – показать, что черновик искусственного интеллекта сначала проходит стоп-лист, потом ручное подтверждение и только потом идет наружу. Одна схема, одна мысль – это уже снижает риск лишних деталей и случайных обещаний. Шаг второй. Отделить общий принцип от рабочего случая. Допустим, идея родилась во время настоящего процесса. Это не значит, что рабочий экран нужно нести в генератор. И держим в голове простое. Все, что вы отправили во внешний сервис, вы уже раскрыли. Минимальный вход – это не аккуратность, это единственное, чем вы здесь управляете. Мы выписываем ровно те блоки, которые уже видели в начале, и ни одного лишнего. Задача – стоп-лист приватности, минимальный вход, черновик, проверка, утверждение. В эту заготовку не попадают фамилии, диагнозы, не попадают даты приема, номера документов, не попадают названия внутренних систем. И еще одно. Если случай сам по себе редкий, его узнают и без фамилии. По сочетанию деталей, тогда пример не абстрагируют, а придумывают заново с нуля. Именно здесь появляется синтетический объект. Не копия и не вымышленный скриншот, а новый нейтральный макет. Шаг третий. Короткий визуальный бриф. Я использую 5 полей. Цель, аудитория, элементы, запреты, проверяемый вывод. Для нашего примера цель – объяснить 6 этапов контроля. Аудитория – врачи, которые только начинают работать с искусственным интеллектом. Элементы – 6 прямоугольников и стрелки слева направо. Запреты – пациенты, медицинские документы, настоящие интерфейсы, логотипы учреждений и отдельно никаких обещаний полной безопасности. Проверяемый вывод – прежде чем что-то уйдет наружу, решение принимает человек. Такой бриф можно отдать визуальному, искусственному интеллекту или художнику, но он ограничивает задачу. Шаг четвертый. Генерация черновика. Слово «черновик» здесь принципиально. Генератор может перепутать подпись, повторить блок, соединить не те элементы, нарисовать лишнюю стрелку или добавить медицинский значок, который мы не просили. Если на схеме написано «искусственный интеллект утверждает», хотя в брифе было «человек утверждает», это не мелкая печата. Это переворачивает смысл. Поэтому сложный русский текст я чаще всего добавляю потом, руками в редакторе. Инструмент помогает композиции, фоном, иконками, а точные подписи контролирует человек. У меня был макет, где генератор нарисовал 7 блоков вместо 6. Просто продублировал середину. На экране это выглядело абсолютно спокойно. Заметил я это только на сверке по брифу. Шаг пятый. Проверка по исходному брифу. Все ли блоки на месте и в правильном ли порядке? Нет ли стрелки, которая обещает автоматическое действие там, где нужен человек? Каждое ли слово написано правильно? Не появились ли в кадре рабочий документ, узнаваемый интерфейс, фамилия или логотип учреждения? Не создает ли картинка обещания, которого нет в тексте? Зеленый щит с надписью 100% пообещает полную безопасность за нас, даже если вслух мы этого не скажем. И 2 вещи, о которых забывают чаще всего. Первое – читаемость.
Уменьшите схему до размера телефона. Если подписи исчезли, стрелки слились, а смысл держится только на мелком тексте, визуал нужно упростить. Лучше 3 ясных блока, чем 9 красивых, которые никто не прочитает. Вторая – доступность смысла. Цвет помогает, но не должен быть единственным кодом. Красную зону помечает еще и словом «стоп». Желтую нужно подтверждение, зеленую черновик допустим. Тогда схема останется понятной и на другом экране, и в печати, и для человека, который иначе различает цвета. После экспорта сверяем уже готовый файл. При переносе меняем шрифт, обрезается край, пропадает символ. Проверяем не рабочий макет, а тот кадр, который пойдет в монтаж, вместе с тем, что осталось внутри файла. Лишние слои и служебная подпись. После проверки получается та самая схема. Задача, стоп-лист приватности, минимальный вход, черновик, проверка, утверждение человека. Обратите внимание, мы не показали работу с пациентом, мы показали организационный принцип. Визуальную часть у меня готовит отдельный инструмент по этому же брифу. Он не решает, что рисовать, он получает ограничения, делает варианты и возвращает их на проверку. Факты, медицинский смысл, приватность и финальную публикацию остаются у меня. Оговорюсь прямо, это моя рабочая практика, а не отраслевой стандарт и не требования регулятора. Правила вашего учреждения могут быть строже, и тогда будут действовать они. Синтетические схемы еще выгодны по одной причине. Одну проверяемую схему легко использовать снова. И в длинном выпуске, и в карточке для телеграмма, и в коротком ролике. И мы не размножим копии рабочего документа по разным площадкам. Но адаптировать – это не просто уменьшить. В длинном выпуске схема появляется по шагам, в карточке она должна быть понятна сама по себе, в коротком ролике на экране лучше оставить один переход. Если коротко, безопасный визуальный процесс – это 5 шагов. Одна учебная задача, общий принцип вместо живого случая, короткий бриф с запретами, генерация черновика, и слово «черновик» здесь главное, и ручная проверка каждого слова, стрелки и обещания. Первый текст удобнее сделать не на медицинском документе, а на обычном рабочем процессе, из 3-5 шагов, без имен и настоящих экранов. А в комментариях напишите, какой нейтральный процесс вам было бы полезно увидеть в виде схемы. Подготовку совещания, проверку черновика или план публикации. Без пациентов и рабочих документов. Разберем схему по одному из них. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.